Друзья, всем привет! В этом ролике я буду укладывать напольное покрытие из кварцвинила. Раскладка английская елочка. Укладка на двухкомпонентный полиуретановый клей. Покажу весь процесс, все нюансы и тонкости и, конечно же, расскажу, сколько все это стоит. В конце видео будет смета на материалы и работы. После просмотра этого ролика вы самостоятельно сможете выполнить такую работу. С вами, как всегда, Павел Сидорик. Это канал о ремонте, отделке и строительстве. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В прошлом выпуске я показывал самый дешевый способ, как выровнять стяжку после застройщика и подготовить основание под укладку напольного покрытия. Кто не видел, обязательно посмотрите этот ролик, там много полезной информации. Вот такое основание у меня получилось. Тут нет идеального уровня, но зато отличная плоскость без резких перепадов. Проверив основание двухметровым правилом, и результатом я доволен. Наливной пол толщиной 2 мм я бы точно так ровно не залил. Я равнял пол по одной плоскости, а если бы еще прошелся поперек, то основание было бы еще ровнее. Но в моем случае это чрезмерная работа. Сейчас снимаю береговую ленту по периметру, пылесошу и буду наносить полиуретановую грунтовку. Береговая лента будет использоваться еще раз на втором этаже. Для того, чтобы достать скобы и не порвать вспененный полиэтилен, использую острогубцы. Если отрывать вот так вот просто, то скобы остаются в стене. А потом на покраске это все будет не очень приятно. Все равно их надо будет доставать. При тонкослойной выравнивающей стяжке береговая лента служит больше как защита, а не как демпфер. Обязательно все хорошо обеспыливаем при помощи пылесоса. Клей купил двухкомпонентный. Вот это вот компонент А, это компонент Б, затвердитель. Очиститель для полиуретанового клея. Велюровый валик и полиуретановая грунтовка. Сейчас буду велюровым валиком и кисточкой наносить на основание. Обязательно использую защитную маску. Вообще, эта полиуретановая грунтовка не сильно пахнет, но в инструкции я прочитал, что она на основе растворителя. И в любом случае защитная маска лишней не будет. Для нанесения использую велюровый валик и раскатываю так, чтобы не оставалось наплывов. Грунтовку можно выливать прямо на стяжку из канистры и равномерно раскатывать валиком. Такая грунтовка укрепляет основание, отсекает оставшуюся влагу и уменьшает расход клея. Основание становится твердым и гладким. Мои личные рекомендации. Когда вы нанесли грунтовку, подождите 5 минут и через 5 минут рекомендую прокатать валиком еще раз. Так как могут появиться пузырьки, если эти пузырьки оставить так как есть, они застынут и останутся бугорки. Потом придется подшлифовывать грубой наждачкой. Грунтовка высохла, она уже через час не бралась, была твердой. Вот это вот то, что блестит, это просто полиуретан, она как пластик, то есть это не мокрая. Можно провести тест на прочность при помощи стамески. Поцарапайте загрунтованное основание и сразу увидите разницу, насколько оно стало крепче. Какой кварцвинил мы выбрали для своего дома?
В одном из сетевых магазинов нашли такой кварцвиниловый пол, который укладывается методом английская елка. Называется дуб Мемфис. Небольшой лайфхак по покупке. Цена в магазине была 139 злотых за метр квадратный. Всегда смотрите, сколько такое же напольное покрытие стоит в интернет-магазинах. В интернет-магазине мы нашли такой же кварцвиниловый пол за 100 злотых за метр квадратный, плюс бесплатная доставка. С этим кварцвинилом я работаю первый раз. Толщина 5 мм, фаска. У него, у этой фирмы, очень естественная такая похожая структура на настоящее дерево. Ламинат я укладывал, там тоже структура прям похожа на настоящее дерево. По инструкции укладка этого кварцвинила аналогична обычному ламинату. Укладка на подложку, замковое соединение, есть левая и правая панели, деформационный шов по периметру 8 мм. Основные причины, почему это напольное покрытие, которое предназначено для укладки на подложку, я буду укладывать на клей. Первая причина – это то, что любая раскладка елочкой, будь то ламинат или кварцвинил, может скрипеть. Это реально распространенная проблема. Вторая причина – это то, что у меня теплый водяной пол и будет стоять тяжелая мебель, в том числе и кухня. Третья причина – это то, что замки у любого кварцвинила гораздо слабее, чем у ламината. И со временем, особенно если основание не совсем ровное, начинают разваливаться и расходиться. Я разговаривал со многими мастерами, кто занимается напольными покрытиями, и все они как один перешли на укладку кварцвинила на клей. Или силановый, то есть на водной основе, либо двухкомпонентный паркетный клей. Можно ли приклеивать замковой кварцвинил, если производитель не пишет об этом в инструкции? Любой кварцвинил и винил, у которого нет интегрированной мягкой подложки снизу, можно приклеивать к основанию, даже если об этом не пишет производитель. Почему об этом не пишет производитель? Потому что это маркетинг. Производитель позиционирует свое покрытие как напольное покрытие с максимально быстрым монтажом, по типу ламината. Я уже тут немножко поэкспериментировал с укладкой. Укладка, в принципе, простая, но есть одно но. Он может укладываться только вперед. Назад обратная укладка у него не получается. Почему? Потому что сейчас вот покажу на примере вот этой доски. Вот эта часть замка, она защелкивается сверху. Эту часть длинную мы можем подсунуть как ламинат. А вот эта часть, она защелкивается. И когда нам надо сделать обратную укладку, мы можем длинную часть подсунуть. Вот мы ее подсунули. А здесь мешает замок. И поэтому, скорее всего, что мне придется отрезать вот эти замки. Ну, если мы будем укладывать на клей, то это не страшно, что я отрежу замки по торцу. Когда у вас водяной теплый пол, как основной источник обогрева помещения, выбор напольных покрытий у вас ограничивается до плитки и кварцвинила. Натуральный паркет, паркетная доска, ламинат – все это материалы с низкой теплопроводностью, и поэтому они будут изолировать теплый пол. Фактически у вас остается выбор из плитки и кварцвинила. Почему не плитка? Ну, естественно, если здесь теплый пол, то логично было бы сделать укладку плиткой, но плитка, к сожалению, будет холодной. Пол греется не всегда, стоит датчик на температуру, и как только он достигает выставленной температуры, сейчас покажу. Значит, у меня здесь получается выставленная температура днем 21 градус, ночью 19 градусов. И вот по этому графику, здесь, значит, он работает. Да, что в 5 часов он начинает греть на 21 градус, и в 23:45 он выключает котел на температуру там, до 19 градусов. Но проблема в том, что вот эту температуру, сейчас вот 1 градус, он может держать целый день, и пол будет холодный. Если сделать укладку плитки, то большая часть времени пол будет холодный, пару часов в день он будет теплый, и весь период летний, когда неотопительный, пол будет холодный. Получается, что если будет плитка, то будет неприятно ходить.
Важная информация для всех виниловых и кварцвиниловых покрытий. Это же касается паркета и паркетной доски, которые укладываются на клей. Есть ограничения по максимальной температуре нагрева поверхности. Это 27 градусов. Если нагреть кварцвинил выше этой температуры, он становится ломким и его легко повредить. Это не значит, что он испортится, просто свыше этой температуры он становится более подвержен повреждению. Такая же температура максимального нагрева у паркетного клея. Поэтому если вы живете в очень холодном климате, и тем более если ваш дом не сильно утеплен, лучше всего, конечно же, укладывать керамическую плитку, если у вас единственный источник отопления. Этой зимой температура на улице была до минус 20 градусов. Сразу скажу, что это нетипичная температура для Польши, Поморского воеводства. Максимальная температура в доме с такой ограниченной температурой теплоносителя была 20 градусов. Это если дом обогревать только теплым полом. А вот если бы была плитка, то температуру теплоносителя котла можно делать гораздо выше, и в доме можно сделать любую температуру. Обязательно перед началом укладки за сутки перекрываем теплый пол. Я гребенку перекрыл там, где буду укладывать. Осталось у меня только отопление верхнего этажа, радиаторов и коридора и туалета. А пол, непосредственно пол, где будет укладываться кварцвинил, он перекрыт. Друзья, полезная информация для тех, кто делает ремонт. Когда мы начинаем ремонт, особенно на этапе штукатурки, шпатлевки и покраски, очень важно не просто купить материалы, а правильно подобрать всю систему. Грунт, штукатурку, шпатлевку, краску, инструмент и расходники. И сегодня я хочу вам показать место, которое может быть полезно как профессиональным мастерам, так и тем, кто делает ремонт для себя. Это первый штукатурный малярный центр Е-Фарба. Один из самых больших и интересных специализированных центров на территории Беларуси и всего СНГ. Е-Фарба – это не просто магазин, где стоят банки с краской, это специализированный центр, где собраны материалы и инструменты именно для штукатурно-малярных работ. Здесь представлена продукция таких известных профессиональных брендов, как Вустер – это американский профессиональный инструмент, кисти, валики, рамки, мини-валики, аксессуары для качественной покраски. Олейник – это польский бренд профессионального ручного инструмента для отделочных работ, который известен во всем мире. Шпатели, кельмы, гладилки, правила и инструмент для механизированной шпатлевки, аксессуары для маляров, штукатуров и плиточников. Пластимикс – это производитель профессиональных штукатурных агрегатов и оборудования для машинного нанесения штукатурок. Также это шпатлевочные станции и малярные агрегаты. Спакс – немецкий бренд профессионального крепежа, прежде всего шурупов и саморезов. Тесса – немецкий мировой производитель клейких лент и самоклеющихся решений. Коламбия – это профессиональный инструмент для отделки гипсокартона. Автоматические тейперы, боксы, угловые финишеры, ручной инструмент для заделки швов. Оттингер – это линейка материалов для подготовки и финишной отделки стен, краски, грунты, шпатлевки, стеклохолсты, клей для стеклообоев и малярный флизелин. Мастербай – это профессиональная линейка лакокрасочных материалов для интерьера и фасадов. Краски, грунтовки и штукатурки, разработанные для маляров и качественной отделки по разумной цене. Кстати, белорусская компания МАФ, владелец бренда, это самый известный белорусский производитель краски, который импортирует свою продукцию во многие страны мира. И многие другие производители, которые хорошо знают мастера, работающие со штукатуркой, шпатлевкой, покраской и декоративными покрытиями. То есть сюда можно приехать не просто купить краску, а подобрать полный комплект под конкретную задачу. От подготовки основания до финишной отделки стен и потолков. Самое главное, здесь можно получить полную консультацию. Потому что в отделке очень часто проблема в том не то, что материал плохой, а в том, что его неправильно подобрали или неправильно применили. Также у Е-Фарба есть сайт, где можно заранее посмотреть ассортимент, выбрать нужные материалы, изучить категории, понять, что вам именно нужно для конкретной работы. Это удобно, потому что перед поездкой в салон можно спокойно посмотреть варианты, сравнить позиции и уже на месте получить консультацию по конкретным материалам и инструменту. Если вы занимаетесь ремонтом профессионально, делаете ремонт в своем доме или квартире, я рекомендую обратить внимание на штукатурно-малярный центр Е-Фарба. Здесь можно подобрать материал, получить консультацию и собрать все необходимое для штукатурно-малярных работ в одном месте. Заказать доставку можно по всей территории Беларуси, России и Казахстана. Это особенно важно в период санкций. Все ссылки и контакты я оставлю в описании к видео. Если вдруг буду замерзать, у меня здесь есть кондиционер, который может работать в качестве отопления. На улице плюс 3, не особо холодно, в доме тоже не особо холодно. Я думаю, в принципе, что недельку можно и потерпеть. В крайнем случае можно греться кондиционером, и второй этаж работает. Перед покупкой и укладкой напольного покрытия всегда делайте план раскладки в какой-нибудь доступной для вас программе.
последнее время я пользуюсь этой программой. Она, в принципе, удобная и создана как раз-таки для рядового пользователя, не профессионала. Вот план моего помещения. Это первый этаж, по-польски нулевой, партер. Выбираем вкладку «Напольные покрытия». Напольные покрытия. Здесь выбираем кварцвиниловый ламинат. Размер 610 мм на 122 мм. 122 мм. Закидываем сюда, выбираем, значит, какая у нас укладка. У нас это будет английская елка. Английская елка. И выбираем поворот. То есть раскладка у нас будет вот такая. Можно выбрать точку начала укладки. Так. Вот она. Чтобы все это дело двигать. И поворачиваем на все. Теперь вот это вот все можно двигать и смотреть, как вам лучше сделать укладку. Я слева и справа отцентровал и сделал, ну, вот как-то так. У меня получается начало укладки у меня будет отсюда, от окна. То есть от стены идут целые треугольники. Тут уже как получается. И вокруг лестницы, и где туалет, как получается. И чуть-чуть, вот здесь вот мне не нравилось, что здесь в районе туалета. А здесь они не получаются. Здесь просто неправильно нарисовано. Вот, собственно говоря, моя укладка. Изначально в коридоре, в ветролапе здесь я планировал сделать ту же самую укладку кварцвинила, но потом подумал и решил сделать плитку. Значит, плитка у меня 600 на 600. То же самое можно выбрать начало укладки и поиграться, как вам больше нравится. Каким образом сделать раскладку. Так, ну вот, в принципе, все. У меня получается раскладка готова. Стык с плиткой. Все очень удобно, можно посмотреть. Потому что если все это раскладывать реально на полу, вымерять рулеткой, то уйдет очень много времени. А здесь можно вот онлайн просто все это двигать и смотреть. Главное правильно начертить исходный план. То есть исходный план, если вы точно начертите, то у вас тогда никаких проблем не будет. Мне нужно определить перпендикулярность вот этой вот стены, которая прямо к левой стене и к правой стене. Я сделал на расстоянии 5 сантиметров меточки, поставил лазерный уровень. Сейчас поправлю, чуть-чуть, видите, в сторону уходит. И мне надо посмотреть, насколько эта стена будет параллельно вот этой вот линии лазера. Если она будет уходить где-то там на сантиметр, это на кварцвиниле видно не будет, потому что здесь с краю будет подрезка и здесь с краю будет подрезка. Поэтому плюс-минус сантиметр это роли не играет. Главное, чтобы глобально не уходила. Но глобально я не думаю, что она будет уходить. Что у нас показывает лазерный уровень? Здесь у нас показывает 7,5, 7,4, 7,4, а здесь уже дальше где-то будет показывать, сейчас посмотрим, 8,5, 8,5, ну вот на сантиметр ушло, видите, 8,5. Стена уходит в сторону на сантиметр. Теперь поставим, посмотрим, что у нас с той стеной. Так, здесь получается 7 и 7. 7 и 7. Идем дальше по стене.
Смотрим, насколько она уходит в сторону. Ну, вот около лестницы. Она уходит наоборот, в другую сторону. На 7,7. На 6,7. Вообще, если честно, то так точно вымерять напольное покрытие — это чересчур. У меня просто осталась привычка плиточника, и я стараюсь вымерить до миллиметра. На самом деле, мастера по напольным покрытиям так не делают. Отцентровали и пошли укладывать. Сейчас выкладываю такую елочку от одной стены до второй стены и размечу на стяжке линии и попробую чуть-чуть поиграть, чтобы спараллелить со стенами. Когда вы собираете первые полоски для подрезки под стену и дверной проем, вы просто опираетесь на геометрию самих планок. Первые 4 ряда я сложил, примерно отцентровал. Тут где-то там плюс-минус пару миллиметров, но не суть, потому что все равно эта стена расходится, а эта стена в другую сторону, так не угадаешь. Но на таком вот отрезке плюс-минус сантиметр-полтора, там большой разницы не будет видно. Прикинул, что резать не надо вот по этому углу. Ну, вот так вот. Почему? Потому что мне нужно 17 сантиметров, чтобы они зашли в дверной проем. Поэтому сейчас еще надо пару досок уложить, еще один ряд, чтобы отрезанная конструкция была, жесткой, чтобы она не держалась вот на одной доске. Сейчас размечаю и докладываю ряд и режу. Резать можно болгаркой, у меня есть шина с пилой. Попробую сначала шиной с пилой. Если будет нормально, то буду резать ей. Если не очень, то возьму болгарку или ножик. Что-нибудь. Все размечаю. Шину для погружной пилы использую в качестве линейки. По ней маркером очерчиваю линии, по которым буду резать панели. Я использую погружную пилу, потому что она у меня есть. На самом деле резать можно чем угодно, даже обычным канцелярским ножом. Отрезанные треугольники разбираю, так как они еще пригодятся для последующей укладки. Где неудобно подлезть погружной пилой, панели просто подрезаю болгаркой. Тут я совершил первую небольшую ошибку. Начал разбирать отрезанные треугольники с обратной стороны и поломал замки. Этот кварцвинил разбирается только с той стороны, откуда защелкивается. Вырезанную часть подсовываю на свое место, как она будет лежать. Для того, чтобы конструкция была жесткая, докладываю еще ряд панелей.
Каким образом я буду делать вот эту вот подрезку? Я не буду использовать ни шаблоны, ни мерить панели с двух сторон. Просто для этой цели использую малку. Вот она малка. И по сути, как происходит процесс. Я меряю одну сторону. Вот 12 сантиметров. И подставляю малку. И выставляю необходимый угол. Меряю отсюда 12 сантиметров. Ставлю точку. Ну вот, 12 сантиметров. И подставляю просто под эту точку малку. И вот у меня уже готов скос. И получается вот такая вот штука. Сейчас вставлю и покажу следующий. Значит, для того, чтобы вставить, нам нужно этот кусочек достать, их соединить и подсунуть сюда. Тридцать 36,2. Держись, да? Так я его не всуну, потому что здесь замок. Получается, что мне нужно вот эту штучку полностью наклонить, достать. Я сделал подрезку с двух сторон, добавил еще один ряд, ну, частично. И что мне надо сейчас сделать? Мне нужно карандашом очертить границу вот этого вот уложенного кварцвинила и придумать способ, как его поднять, чтобы там намазать все клеем и положить назад. Я думаю, что возьму длинное правило, скотчем приклею к кварцвинилу и второе длинное правило и сделаю ручки. Думаю, что 2 человека смогут это вот поднять и положить потом на клей. Ну и еще схватываю, приклею дополнительно для подстраховки малярную ленту, чтобы не развалилась эта конструкция. Маркером обрисовываю собранные треугольники. Затем скрепляю все малярной лентой. Сверху укладываю правила. На правилах я сделал ручки из скотча и приклеиваю правила к панелям. Отодвигаю всю конструкцию от стены. Попробовал я поподнимать. Наверное, все-таки понимаешь, что не поднимем ее даже троем, чтобы так вот ювелирно поднять и отнести на место. Еще если бы 3 здоровых мужика, но я с женой и с дочкой это точно не сможем сделать. Поэтому, наверное, буду разбирать конструкцию до треугольников, наносить клей, ложить там треугольники, класть. И собирать всю эту конструкцию назад уже на клей.
Возвращаю конструкцию на место и все разбираю. Какую гребенку я буду использовать? Я купил разного вида. Вообще рекомендуют гребенку А2. Если пол чуть-чуть кривой или стяжка, то рекомендуют B1. Вот я буду пробовать две эти гребенки. Такая вот B1 и А2. А2 расход примерно клея 350 грамм на метр квадратный. B1 до полукилограмма. Клей буду взвешивать на обычных кухонных весах. Двухкомпонентный клей. В ведре компонент А, в бутылке затвердитель. Взвешивать буду следующим образом. Где-то я тут подготовил. Вот рулончик бумаги. На него ставлю ведро, чтобы было видно циферблат. Перед началом работы с клеем рекомендую изучить инструкцию, в каких пропорциях смешивать компоненты и какое открытое время работы с клеем. У этого клея открытое время работы около 120 минут. Замешиваю 2 кг клея. Сначала добавляю компонент А, затем выливаю в ведро затвердитель. Хорошо вымешиваю клей. На телефоне засекаю 120 минут. Делаю пробное приклеивание, чтобы понять, какую гребенку использовать, А2 или B1. В принципе, заполнение хорошее. Поэтому используем гребенку А2. Начинаю наносить клей на пол. Тут я сделал еще одну небольшую ошибку. Не наносите лишний клей за границей полосы, которую собираетесь приклеивать. Клей потом очень сложно счищать с поверхности. Сначала приклеиваю треугольники. Затем треугольники начинаю скреплять между собой панелями. Если что-то не совпадает, по свежему клею можно подвинуть. С первой полоской все получилось, все сошлось и сложилось назад. Моя идея поднимать все цельным куском была провальной. В принципе, разобрать и собрать все на клей несложно. Если вы продолжаете укладку на следующий день, то край полоски обязательно нужно прижать. Так как у меня упаковок много, я прижимаю все, на всякий случай. На следующий день я продолжил укладку. Если из-под доски вылазит клей, то его, в принципе, можно обрезать ножом. Так, сейчас покажу где-то. Ну вот я обрезал кусочки, которые повылазили. Это не страшно. У меня есть один косяк. Это то, что здесь вот сейчас вот одна доска
не полностью закрылась. Я это прохлопал, и клей уже застыл. Панель решил оторвать и приклеить новую. Заодно решил проверить, насколько ремонтопригоден приклеенный кварцвинил. Так как клея в замках нет, панель открылась без проблем. Заново грунтую это место, где была панель, чтобы приклеить сверху новую. Решил действовать по такой схеме. На сухую без клея раскладываю, подрезаю 4 ряда, то есть примерно 50 панелей. Затем все это разбираю и приклеиваю уже на клей. Раскладывая панели без клея, я могу спокойно подобрать рисунок и сделать подрезку без лишней спешки. Я собрал без клея 4 полоски, где-то 5, где-то 4. Сделал подрезку слева и сделал подрезку справа. Сейчас я маркером очерчиваю вот этот контур, разбираю, складываю доски по порядку, замешиваю клей и наношу клей и собираю все назад. В таком случае у меня получается много времени на работу с клеем. И я буду знать четкую границу, где заканчиваются у меня панели, чтобы не наносить клей на стяжку. Потому что на стяжку клей лучше не наносить. Только в границах уже пола. Разбираю подготовленные панели и замешиваю клей. Я посчитал, что на 50 панелей примерно нужно 2 килограмма клея. Наношу клей на основание по той границе, которую нарисовал маркером. Так, клей наносил 33 минуты, теперь складываю все. Для работы использую резиновую киянку. Она очень хорошо себя зарекомендовала на укладке этого напольного покрытия. По уложенному напольному покрытию можно ходить. На первых 2 рядах я отработал технологию, понял, что ничего сверхсложного в приклейке кварцвинила на двухкомпонентный клей нет. Все получается, и по такой же технологии продолжил укладку дальше. У меня появился контролер. Приходит контролировать мою работу. Как я тут работаю. Если вы находите доски с каким-то браком, то рекомендую сразу помечать повреждения маркером. Потому что вот такой маленький скол можно не заметить и схватить доску и уложить. Здесь вот, допустим, чуть-чуть надломан замок. Так визуально это не особо видно. Ну вот тут вот пошла трещина. Поэтому я сразу отмечаю маркером, чтобы эту доску обрезать и пустить в другую сторону. Отмечаю малярной лентой границы приклеенных панелей. Реально замыливается глаз и можно уложить панель без клея. Далее наношу клей и укладываю кварцвинил на свое место.
Когда вы заканчиваете приклеивать очередную партию панелей из кварцвинила, если вы планируете продолжать дальше, то прижимать края не нужно. Края прижимаются только в том случае, если вы заканчиваете работу и вернетесь к полу на следующий день. Наношу клей на следующие 50 панелей и приклеиваю их к основанию. В таком виде оставляю все до следующего дня. Так, мне нужно разобраться с этой трубой. Это подготовка под камин. Вот сверху дымоход сделан. И труба, она идет вот так вот по полу на улицу. Поддув. Поддув по закону должен быть с улицы. Но она торчит, и поэтому я ее сейчас просто обрежу. Вот так вот вровень с полом. Заложу полом, а потом, когда оно мне понадобится, это отверстие, я сделаю в напольном покрытии отверстие и подключу камин, если он тут будет стоять. Внутрь засовываю полиэтилен для того, чтобы, когда я потом буду сверлить отверстие, чтобы туда, в трубу, не сыпалась крошка, чтобы можно было достать. После того, как я срезал трубу, закладываю этот ряд. На следующий день сдвигаю коробки и продолжаю работу. Подрезаю клей, который вылез из-под панелей. Собрал еще один ряд для приклейки. Здесь 52 штуки. Это как раз примерно на 2 килограмма клея. Обрисовал и пометил. Пометил почему? Потому что буду вырезать и закладывать дальше. И потом уже сразу за раз в 2 захода приклею. Посчитал расход клея. Тут сделал себе пометочку. 50 штук. Примерно 50 штук. Это 2 килограмма клея. Приклеиваю кварцвинил уже по отработанной технологии.
Там, где требуется сложная подрезка, использую шаблон из картона. Затем вырезанный шаблон переношу при помощи маркера на панель. Размеченный кусок прорезаю ножом и выламываю плоскогубцами. Ставлю на место, и все идеально подходит. Закладываю пространство под лестницей. Под двери, где будет стык кварцвинила с плиткой, делаю чистовую подрезку. Укладка подошла к кухне, и теперь всю кухонную мебель надо перенести на уже готовый пол и доделать последний участок. Это последний участок перед кухней. На этом участке нужно загрунтовать стяжку полиуретановой грунтовкой. Подождал примерно час после нанесения грунтовки, затем можно наносить клей и укладывать кварцвинил.
Напольное покрытие из кварцвинила на первом этаже готово. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.